Давайте честно, мужчины не самые открытые существа на планете. И иногда, когда женщина задает вопрос, жена мужу задает вопрос, и мужчина подвис, она начинает уже и теории выстраивать, почему он не отвечает. А я вам открою маленький секрет. Сегодня мы поговорим о 5 секретах, о которых, явно они не звучат в жизни. Значит, и вот первый из них – это когда просто мужчине нечего сказать. Он просто не думал об этом. И если вы спрашиваете мужчину, он не может ответить на вопрос, молчит, это не значит, что у него есть какие-то другие теории. Очень большая вероятность, что он просто не думал об этом, у него нет ответа на этот вопрос. И он подвисает, возможно, слегка думает, что он имеет в виду. А задайте вопрос конкретнее, и вы получите ответ, и вы убедите, что чем конкретнее вопрос, тем всегда больше мужчина ваш будет вам отвечать. Почему мужчина не всегда понятен для женщины? Значит, второй пункт, что мужчина боится показаться слабым. Еще с самого детства нас воспитывали. Ты же парень, там ударился. Ты же, пока жениться загорится, как там моя бабушка говорила, да, в детстве на белорусском языке еще. И получается, что когда в разных ситуациях мы как-то хотим показать свои переживания, мы боимся, что они покажут нас слабыми. И поэтому мы можем молчать, и, все. Нет и суда нет. Еще один пункт, что, вообще хочется сказать, что мужчины, они не телепаты. Они не умеют читать мыслей. И если у вас был разговор, вот только-только разговор, потом прошло время какое-то для вас на эмоциях женских, он еще прям вот внутри, вы живете этим, может быть, неделю, и потом своего любимого спрашиваете, не получаете ответа, подразумевая то, о чем вы раньше говорили, но он не может читать мысли. Любимые, дорогие женщины, мужчины не умеют читать мысли. Они слышат слова, и если вы им говорите реально, вы получаете ответы. И еще у мужчин есть такая фишка, что любой мужчина любит похвалу, но никто не показывает этого. И заметьте, попробуйте похвалить своего мужчину, что ты молодец, что-то сделал. Я сейчас заметил, что больше обращаюсь к женщинам, хотя у меня есть и к мужчинам слово. Подытожу им, наверное. И когда вы хвалите мужчину, что же получается? Он такой весь тушуется, такой да нет, что ты. И вам кажется, что ему не нравится, вы перестаете его хвалить. Это ошибочка. Хвалите, просто хвалите с утра и до вечера, находите возможность, за что можно похвалить мужчину, и вы увидите обратную связь в делах, в поступках, в словах, во всем. Вы просто проверите это в течение буквально 2-3 дней. Вряд ли это сработает с первого дня. Мужчина наверняка еще больше стушуется, начнет переживать что-то странное. Жена никогда меня не хвалила, а тут начала хвалить. Но понемножку, порционно, денек, другой, третий, и вы заметите другой свет в его глазах. И еще последний пункт из этих 5, что на самом деле мужчины любят больше, чем показывают. Как бы это ни звучало, что иногда ты делами покажи. А мужчина часто показывает делами, но для женщины, если она не рассказала ему о своем языке любви, или он сам не узнал о ее языке любви, он делает что-то по-своему, как ему кажется, классно. На примере животных, да, когда например, кот словил мышку и притащил ее, курицу решил угостить во дворе мышкой, да. Так часто бывает, что мужчина делает что-то от всей души, желая угодить жене, сделать добро, но она это не оценила и видит его каким-то погруженным в свои дела, в заботы. Он старается изо всех сил, но она видит только техничного мужа, который вроде бы что-то и делает, и говорит, что заботится о семье, но она его не видит рядом, не видит его заботы и так далее. Но это тема для отдельного видео.
такая наболевшая тема, от многих я слышу такие вопросы, и я хотел бы ее посвятить. Ну, а на этом коротком видео я хочу сказать, что мужчины, может быть, они и сложны, но не настолько, как кажется. И для мужчин у меня такое обращение. Знаете что? Вы отвечаете за свою семью. Изначально Бог возложил на мужчину ответственность за семью. И жена – это как сад, который нужно облагораживать, как цветы, за которыми нужно ухаживать, поливать, давать им необходимый свет, температуру, влагу, защищать от ветра сильного и прочее, прочее. И постарайтесь прислушиваться к жене. Если она задает вопрос, не отмалчивайтесь, а уточните. Попробуйте поработать с чатом GPT, например. Да? Вы пишете общую фразу, а он умный, очень умный, но он спрашивает, а уточните. И в итоге иногда нужно 5 уточнений, чтобы получить ответ на свой вопрос. Так что, друзья, будем помнить, что счастье семьи начинается из нас, из мужчин. До следующего видео. Пока-пока.